Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке вяжем вот такой большой мотив крючком. Покажу, как красиво вывязывать эти лепестки, красиво делать переход. Видите, здесь не видно, где у меня заканчивается нить, где переход. Вязать буду из вот такой вот пряжи Yarnara Jeans, где у нас 45% акрил, 55% хлопок. Номера: светлый 0,7, коричневый номер 70. И вязать буду крючком номер 2,5. Итак, приступаем. Итак, делаем кольцо амигуруми, заводим крючок, провязываем воздушную петлю и вытягиваем петлю, чтобы провязать первый столбик с накидом. Я его провязываю вот таким вот образом. Провязали, далее в кольцо вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Это у нас будет 1 грань и 2 воздушные петли. Так, вяжем вторую грань, то есть чередуем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И еще 1 грань у нас последняя остается. Итак, стягиваем кольцо. Итак, смотрите, каким образом мы закрываем каждый ряд, делаем накид, верхнюю петлю первого столбика, завели крючок, 3 петли на крючке. Но так как уже в следующем, во втором ряду у нас присутствует коричневый цвет, смотрите, как мы закрываем коричневым цветом. Итак, набираем воздушную петлю, вытягиваем вторую петлю, проворачиваем и провязываем первый столбик. Так, первый столбик, но закрываю я его светлым цветом, потому что у нас только, смотрите, вот таким вот образом провернули, да, и закрыли темным цветом, ой, светлым цветом, так как второй столбик в углу у нас светлого цвета. Вот мы ее и провязываем. Второй столбик, причем темную нить ведем за собой. Ну и хвостики заодно здесь ввязала. Так, темную нить ведем, и далее по прямой мы вяжем 3 столбика с одним накидом до формирования следующего угла. Темную нить ввязываем. Так, начинаем провязывать угол. И в угол мы сначала провязываем 1 столбик светлый, но не довязываем его, уводим нить вправо и закрываем темным цветом. Второй столбик в угол у нас идет темного цвета. Но не забываем, что ниточку светлого мы все время, то есть вторую ниточку мы всегда ведем по полотну. Так, провязали 2 воздушные петли и еще 1 столбик темного цвета. Вот так вот, не довязали его, нить вправо, закрываем светлым цветом. Так, ниточку темную ведем, и еще угол, в угол еще провязываем 1 столбик светлого цвета. Хвостик обрежу. Итак, далее по самой грани мы провязываем 3 столбика с накидом. Не забываем, нить ведем за собой. Та нить, которую мы не вяжем в данный момент, она всегда, мы ее ведем за собой.
Так, далее доходим до угла, и один столбик мы провязываем светлый, меняем нить на темную, второй столбик в углу темный, 2 воздушные петли, снова один темный столбик, меняем нить, закрываем 2 петли светлым цветом, и следующий столбик у нас светлый. Свяжите вот эти 2 грани сами, то есть здесь у нас сама серединка только, угловые петли у нас по 2 столбика с накидом, но сама серединка, один столбик с накидом, 2 воздушные петли, один столбик с накидом, они у нас темные. Я вам покажу, как перейти на новый ряд, как вязать дальше. Итак, довязываем угол, столбик с одним накидом светлого цвета я уже провязала, не довязывая его, ниточку вводим вправо и берем наш темный цвет. Так, нить ведем за собой. Нам остается провязать еще один столбик темного цвета. Делаем накид и закрываем наш ряд. Закрываем мы темным цветом, то есть здесь мы при закрытии ничего не меняем. 3 петли на крючке мы закрыли. Воздушная петля, вторую петлю вытянули и провязали вот таким вот образом первый столбик. Теперь в углу нам надо провязать по 2 столбика коричневого цвета. Вторую провязываем и захватываем нашу светлую нить. Закрываем. Темную ниточку ведем. И далее по прямой. Не забываем, что вот здесь наш первый столбик будет с накидом. Там, где был коричневый столбик в предыдущем ряду, мы провязываем по прямой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбиков светлого цвета. Далее, чтобы провязать угол, мы меняем нить на темный цвет, светлую нить ведем и провязываем угол. 2 столбика с накидом темного цвета, 2 воздушные петли, снова 2 столбика с накидом темного цвета. Второй не довязываем, меняем нить. Все, по каждой следующей грани сделаем то же самое. То есть угол у нас полностью весь коричневый по 2 столбика, по прямой 7 столбиков с накидом светлого цвета. И далее снова угол формируем. 2 столбика с накидом темного, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом темного. Я вам покажу, как закрыть ряд. Закрываем 3-й ряд и переходим к 4-му. Смотрите, угол я провязала здесь еще 2 столбика, делаю накид и верхнюю петлю первого столбика этого ряда. 3 петли провязываем вместе, воздушная петля, следующую петлю вытягиваем, прокручиваем и провязываем первый столбик. Если у вас так не получается вязать, вместо первого столбика вяжите просто 3 воздушные петли. Так тоже можно. Так, далее в угол я провязываю еще один столбик с накидом. Моя нить пока еще я ее не веду далее, а уже когда подхожу к грани, вот теперь на грани я должна провязать еще один столбик темного цвета. Я тогда подхватываю свою светлую ниточку. Подхватила, 2 петли провязала, увожу вправо темную нить и закрываю светлой. Все, и теперь далее темную нить я веду постоянно. То есть теперь угол у нас будет состоять, как обычно мы угол провязываем, 2 столбика, вот они у нас темные, да, и еще один темный столбик у нас на грани. Далее мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ниточку постоянно ведем, не забываем. И 9. То есть вот 9 столбиков светлого цвета. Не довязывая, меняем на темный. И угол наш провязываем 1 столбик темный на грани. И в сам угол, как всегда, он состоит из 2 столбиков с накидом. У нас это будет темного цвета, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Не забываем, что на самой грани мы еще провязываем самый первый столбик темным, то есть таким образом увеличивая наш угол. Видите, сначала был 1 столбик, 2, 3. Так, сейчас по грани провяжем опять же 9 столбиков светлых, и точно так же, чтобы в углу у нас было по 3 столбика. 1, который от нашей грани вот этой, и по 2 угловых. Довязываем до конца этот ряд. Итак, довязали мы 4-й ряд, переходим к 5-му. Но в 5-м ряду у нас угол будет начинаться светлым цветом. Мы будем начинать его вязать, поэтому делаем накид и закрываем. Закрывая этот ряд, мы меняем цвет. Вот как было в начале, я вам показывала 3 петли на крючке, темную нить уводим в сторону и закрываем светлым цветом. Так, далее воздушная петля, ниточку вытягиваем петельку и провязываем первый столбик. Вот таким вот образом, да, не закрывая его, не закрывая нить в сторону, закрываем темным. И далее, протягивая светлую нить, сюда в угол еще провязываем 1 столбик темного цвета и по самой грани, опять же ввязывая светлую нить. Так, у нас должно быть всего 3 столбика темного цвета, 1 светлый и 3, раз, 2, 3 темного. Нить в сторону, светлым закрываем. По прямой мы вяжем 11 столбиков с накидом светлого цвета. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Когда провязываем 11, ниточку меняем. Итак, далее вяжем 3 столбика темного цвета, 2 из которых приходятся на саму грань. 1 столбик угловой, не довязывая его, мы меняем нить на светлый цвет и еще в угол провязываем по 1 столбику с накидом светлого цвета плюс 2 воздушные петли. Это наш сам угол. Так, еще 1 столбик светлого цвета, не довязывая его, в угол мы еще провяжем 1 столбик с накидом темного цвета. То есть не забываем, угол у нас всегда он по 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли. Только здесь у нас периодически меняются цвета. В каждом ряду вам я говорю как. Так, и по прямой нам еще 2 столбика темного цвета. Раз, 2. Все. Смотрите, как выглядит наш угол сейчас.
Я вам рассказала, как провязать. И теперь по прямой мы еще провяжем 11 столбиков светлого цвета, 3 столбика темного. И опять как здесь, 1 светлый, 2 воздушные петли, 1 светлый. Довязываем до конца этот ряд. Это у нас 5-й ряд. Итак, довязываем 5-й ряд, переходим к 6-му. Здесь у нас в уголочке светлая нить, закрываем светлой, потому что в следующем ряду у нас угол тоже будет из светлой нити. Так, воздушная петля, вытянули и провязываем первый столбик сюда в кольцо. Коричневую нить мы пока не трогаем. Провязали в углу 1, 2, далее будем провязывать 3-й светлый, и здесь уже захватываем нашу коричневую нить, чтобы она шла у нас далее в провязке, была в полотне. Так, 3-й столбик, и еще 4-й у нас будет, а с 5-го у нас уже будет коричневый цвет, поэтому 2 петли провязали, в сторону светлую нить и переходим на темную. Далее 3 столбика мы провязываем темным цветом. 1, 2, 3 и снова меняем цвет. Раз. В серединке провязываем 9 столбиков с накидом светлого цвета, темную ниточку ведем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так, и 9-й столбик. Сейчас 9-й. Все, меняем нить. Нам сейчас надо провязать 3 столбика коричневого цвета. 1, 2, 3, ниточку уводим, закрываем светлым, и 4 столбика, 2 по прямой и 2 угловых светлого цвета. Ниточку коричневую ведем. Так, немножко подтянули ее, чтобы она не торчала у нас с изнанки. С изнанки у нас тоже должно быть все красиво. Так, далее угол мы провязываем как обычно, только здесь все светлым цветом. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. 1, 2, 1, 2. Все, то есть тут по углам у нас по 4 столбика, 2 по 2 угловых и 2 по каждой грани. И, как я говорила, уже 3 коричневых, 9 светлых. Я думаю, что по остальным сторонам вы провяжете сами. Тут все понятно. Сейчас 3 коричневых. Все, и меняем цвет на бежевый. Так, то есть смотрите, что у нас по 2 угловых уголочек, плюс еще 2 столбика светлых на самой стороне грани. То есть 4 получается всего, 3 коричневых, 9 светлых. И то же самое, вот 3 коричневых, 4 светлых. И так каждую грань провязываем 6-й ряд. Итак, мы связали 6 рядов, переходим к 7-му. Смотрите, первую петлю. У нас опять же угол будет светлым цветом уже до конца вязания нашего мотива. Поэтому угол мы провязываем 2 столбика с накидом светлого цвета. Так, далее, когда провязываем уже по прямой, подбираем наш темный шнур.
когда мы уже саму грань начали вязать. Так, и здесь мы провязываем 8 столбиков с накидом, считая угловые светлого цвета. Так, 5, 6, ниточку темную чуть-чуть подтянуть, чтобы она не торчала. 7 и 8. Довязывая 8, закрываем коричневым. Так, 3 столбика темного цвета. 2. 3 столбика темного цвета, да, не довязывая темный, закрываем светлым. Посерединке мы провязываем 5 столбиков светлого цвета. 2. Так, 3. 4. 5. Нить меняем. 3 столбика коричневого цвета. Так, и 8 столбиков светлого цвета, включая угловые. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 угловых. То же самое проделываем с каждой гранью оставшейся. Вот у нас 3 грани. То есть смотрите, так, 4, 6, 4, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 светлых, включая угловые, 3 темных, 5 светлых, 3 темных, 8 светлых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 7-й наш ряд. И смотрите, тут уже я вам показала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ряд. В 8 мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 светлых столбиков, включая угловые, 3 темных, 1 светлый, 3 темных, 12 светлых. И последний наш ряд, 9, мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 светлых столбиков, 5 темных, 15 светлых. Так, всего у меня здесь 9 рядов. Размер получается 17 на 17 сантиметров. Соединять ваши мотивы. Вот смотрите, как изнанка выглядит. Очень аккуратная, красивая изнанка. Соединять эти мотивы между собой можно просто иголочкой. А можно, у меня еще есть 2 видеоролика. Я вам оставлю ссылку на них. Другие варианты соединения. То есть можно связать, поменять местами цвета, можно связать плед, наволочка на подушку, можно продолжить вязание, в принципе, придумать свои ромбы, то есть по такому же принципу, вот как здесь закончили, так разветвляем и вяжем новый ромб. Идем как бы в зеркальном отображении. Здесь на что богата ваша фантазия. Если был полезен мой видеоурок, ставьте ваши лайки. Всем пока-пока.